Привет, ребят! Сегодня мы с вами в Нью-Йорке. Чудесная погода. Наконец-то вышло солнце. На самом деле я практически уже месяц здесь нахожусь. И только вот взялась за камеру, потому что весь месяц было достаточно холодно. На самом деле и сейчас температура такая еще переменчивая. Сегодня где-то порядка 17 градусов, а завтра опять обещают градусов 12, дождь. Ну, в общем, пока весна, так сказать, не вошла в свои законные права. Я долго думала, что же вам такого интересного показать, потому что, мне кажется, про Нью-Йорк, в особенности Манхэттен, уже столько всего записано, только ленивый здесь не записывал какие-то влоги, блоги и так далее. И поэтому я решила сегодня отправиться немножечко подальше от центральной такой привычной туристической части. Поэтому сегодня мы с вами в Квинсе и поедем в китайский квартал. Это огромный достаточно квартал. Это гораздо больше по территории, скажем так, квартал, чем тот, что находится на Манхэттене, Чайнатаун. На мой взгляд, вообще Чайнатаун на Манхэттене – это супер туристическая история. Там нет ничего сильно интересного. Есть, конечно, несколько классных кафе. И, в принципе, интересно там прогуляться. Но вот такой атмосферы Китая там, в принципе, нет. А вот здесь, в Квинсе, очень классный квартал. Действительно попадаешь туда. Я имею в виду, попадаю туда, как будто бы ты оказываешься в Азии. То есть я прям каких-то существенных отличий не нашла. Там действительно все так же, как в моей любимой Азии. Все так же куча каких-то вывесок на непонятных языках. Какие-то стоят мешки со всякими какими-то жучками, рыбками сушеными и так далее. В общем, ничего не понятно, но все очень и очень интересно. Смотрите, какая красота цветет. Очень-очень все очень красиво, здорово. Сейчас мы тоже с вами в Квинсе, район Вудхейвен. Для туристов, которые приехали на несколько дней в Нью-Йорк, я бы сказала, этот район вряд ли подойдет. Он достаточно находится далеко. Смотрите, как красиво. Все как-то супер ухожено. Цветет, смотрите, сирень. Просто потрясающе. Смотрите, все это выглядит. Это белые дома. Так вот, сейчас мы с вами находимся тоже уже в Квинсе. Этот район вряд ли подойдет для туристов, которые приехали на несколько дней посмотреть Манхэттен, потому что где-то займет дорога около часа туда на метро. Но если вдруг вам нужна такая база, чтобы оставить чемоданы и дальше попутешествовать по Америке, я считаю, что это очень неплохая такая локация, потому что находится рядом с аэропортом JFK. Так все это выглядит. Все еще, смотрите, все так же ухожено. Ну и, конечно, здесь в основном частный сектор, то есть каких-то больших зданий здесь вы не увидите. В одном из моих последних выпусков разгорелись жаркие споры на тему того, как так я путешествую со своим российским паспортом и даже путешествую по Америкам и Европам, что, скорее всего, это неправда, и что у меня есть еще какой-то один паспорт. Могу вам сказать, что другого паспорта у меня нет. Чтобы не быть голословной, вот видите, общественная остановка. Это не туристический район и даже не район Брайтон-Бич, где очень много русскоговорящих людей. И здесь вот есть какая-то информация, пожалуйста, есть на испанском. И здесь же вот информация идет на русском, добро пожаловать и все такое. Вполне себе с другими языками рядом сочетается русский язык, никто этого не стесняется, то есть это не какая-то коммерческая организация, здесь что-то разместил на русском, вполне себе городской транспорт, и более того, да, это, еще раз повторюсь, не туристическая зона и даже не район Брайтона, где действительно там просто логово русскоговорящих соотечественников. И на той же самой остановке вот объявление, какая-то юридическая компания, и смотря на фамилию этого человека, кто ее организовал, пожалуйста. То есть, смотря на фамилию, я понимаю, что это выходец точно из Советского Союза на, где-то 99%. Опять же, такие ухоженные домики, там цветет, не знаю, наверное, сакура, либо это магнолия, я в этом не очень разбираюсь. Там дальше еще какие-то резные уютные домики. В общем, красота.
И пока я жду автобус, хотела сказать о том, что этот выпуск выйдет уже в тот момент, когда я буду находиться в России. Очень-очень соскучилась, безумно просто. Поэтому, если вдруг хотите какие-то увидеть выпуски из России матушки, пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Я знаю, что на меня подписано достаточно большое количество людей из Аргентины и из других стран, поэтому пишите, если вдруг хотите что-то посмотреть. По возможности я, конечно же, сниму. Буду точно в Москве, буду точно на юге России, но вряд ли полечу уже в сторону Камчатки, Владивостока. Пока таких у меня планов нет. Но, тем не менее, пишите в любом случае. По возможности я постараюсь все это реализовать. Такая вот интересная желтая деталь есть в автобусах в Нью-Йорке. Она проходит через весь автобус. Можно просто потянуть. И это будет сообщение, что вам нужно выйти на следующей остановке. Ребят, ну как вы уже поняли, что я добралась до Чайна-таун, вот так это выглядит. Попробуем сегодня сделать просто формат прогулки. Я буду в меньшей степени показывать себя, в большей степени показывать, что происходит вокруг. Смотрите, какие-то здесь какие-то конфеты, какие-то вот такие вот штучки. Что это такое? Что-то с огурцом. Видимо, какой-то морской огурец или что-то такое. Ну, в общем, как я говорила, все очень интересно, но особо ничего не понятно. Но люди все разглядывают. Они умеют читать на китайском, потому что это китайцы, либо родившиеся здесь, либо когда-то приехавшие. Сегодня суббота, поэтому здесь так оживленно. Хотя я была здесь и в будний день, и здесь тоже было не протолкнуться. А вот здесь через дорогу находится какой-то известный фудкорт. Туда мы пойдем попозже. Якобы там очень много всего интересного. Но смотрите, вот такая овощная лавка. И что мне здесь понравилось, что здесь есть фрукты. Фрукты прямо с Азии, то есть это дуриан. Ну, то есть есть обычные фрукты, да, которые мы всегда видим в магазинах, манго. Вот какие-то такие фрукты, я понятия не имею, что это такое. Кто знает, тоже пишите в комментариях. Но меня больше всего заинтересовал дуриан, потому что я очень люблю этот фрукт, просто обожаю. И здесь его можно купить. Можно даже купить вон там, по-моему, называется что-то вроде сливочного яблока. Ну, в общем, все, почему скучает азиатская душа, здесь можно приобрести. Здесь недалеко аэропорт, летают самолеты. Смотрите, какие-то местные сладости. Местные сладости вот прямо так здесь продают. В виде каких-то желешек. Я думаю, кто был в Китае, мог это видеть. Я в Китае вот такие желешки тоже видела, но я понятия не имею, что это такое. Смотрите, здесь же продают белье. Ну, в принципе, все как положено. Идем дальше. Здесь вот видите тоже такой магазин, можно сказать, на свежем воздухе. Магазин на свежем воздухе почему-то мне немного напоминает Россию. У нас до сих пор тоже местами вот так тоже продается. В принципе, наверное, в других странах тоже, но очень мне напоминает мое детство. У нас были такие рынки, где мы все закупались, потому что там было дешевле. После развала Советского Союза это было очень актуально, поэтому мне вот эта история, вот эта картина очень знакома. Очень знакома, наверное, поэтому я сюда иногда езжу, потому что мне очень это все напоминает родную страну. Ну, смотрите, здесь, конечно же, все вывески тоже на китайском. Много всяких вот каких-то закуточков. Здесь, видимо, традиционная китайская медицина. Да, традиционная китайская медицина. Кто такое любит, я думаю, здесь найдет чем себя занять.
Здесь, смотрите, можно тоже купить что-то покушать. Вот это, я так понимаю, это ушки. Ушки мелко нарезанные, какое-то мясо тоже. Видите, вот здесь вот в конвертике завернутые что-то наподобие бананового листа. Смотрите, какие милые тарелочки. Помните этого персонажа? Это же Пикачу, мама дорогая. Как вам такое? Ну, очень миленько, конечно. Да, Пикачу. И еще, видите, тоже массаж по точкам. Ну, таких здесь мест много, то есть здесь без проблем их можно найти. Конечно, жарятся какие-то сосисочки, такие вот блинчики, такие блинчики. Вот еще тоже какая-то штука здесь происходит. Не знаю, что это. Какой-то, наверное, десерт. Мне кажется, это что-то связанное с кофе. Здесь кофейня. Видимо, что-то сладкое. Здесь, видите, происходит, как я говорила, торговля вовсю. Хотя сейчас уже ближе к вечеру. Я думаю, потихонечку это все будет сворачиваться. Ну, посмотрим, что получится. Что получится, то все наше. Какие-то китайские снадобья. Все достаточно выглядит, кстати, достаточно вкусно. А вот такую лапшичку я очень люблю. Это все очень все вкусно. Видите? Все как в Китае. Я действительно как будто туда попала. Так все очень аккуратно сложено, расфасовано, порционно. Очень все расфасовано аккуратно. Чем мне, кстати, нравится тоже Азия, что там в основном вот так все порционно в контейнерах, лоточках, все уже готовое, что называется, бери и пользуйся. Ну вот, видите, традиционные китайские рынки. Такие красные трусики. Видимо, это женские, это мужские. Модные брендовые сумочки. Всякие Луи Виттоны, конечно же. Мне вот такие входы в здания напоминают фильмы, знаете, с Джеки Чаном, которые когда-то были очень популярны. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Ну, здесь какие-то сладости тоже продают. Вот такие вот фрукты азиатские или ягоды. Я, кстати, их ни разу не пробовала, но, по-моему, они напоминают личи по вкусу. Кто знает, тоже пишите. Кстати, цену всегда в Америке в основном указано не за килограмм, а за где-то 450 грамм получается. Я не могу точно запомнить, но примерно так. То есть надо умножать на 2 ориентировочно, чтобы получить где-то килограмм примерно. Вот опять дурианы. Кстати, дурианы есть разные. Я когда жила в Индонезии, их очень любила, очень частенько покупала. И так для ориентира есть дурианы местные, например, в Индонезии они называются локал. Они не особо вкусные, они стоят гораздо дешевле, чем дурианы привозные, например, там тайские, да, они называются Бангкок. Но они не очень вкусные, поэтому если вдруг вы первый раз будете пробовать дуриан, я рекомендую на этом не экономить, а купить уже сразу, хотя бы, допустим, Бангкок, он будет гораздо вкуснее. И, кстати, в прошлый раз здесь даже продавали хлебное дерево. Боже, как пахнет дуриан, просто невозможно. Мне кажется, я сейчас не выдержу его, куплю. Я просто очень обожаю этот фрукт. Те, кто пишет, что дуриан это не какая-то вкусная история, что он пахнет луком. Кто-то говорит, что это даже пахнет грязными носками. Но я могу сказать, что вы просто не умеете его есть, не умеете его готовить. Надо покупать правильный дуриан, и его нельзя есть несвежим. То есть он должен быть прямо открыт, можно сказать, при вас. Открыт при вас. И попробуйте его есть как десерт кофе. Вот именно с черным кофе. Это божественное какое-то сочетание.
Я уверяю вас, если вдруг вы попробуете правильный дуриан с хорошим кофе, вы просто больше никаких фруктов не захотите в Азии есть, потому что это действительно очень-очень вкусно. И всякие семечки, орешки. Вот видите, уже здесь коробки. Потихонечку, я думаю, будет сейчас все это складываться. Продают какие-то семена. Опять же, еще один рынок там дальше. Но это мечта дачника. Но вот здесь какие-то всякие медикаменты из Китая, всякие снадобья. Не только, кстати, из Китая. Вот крем какой-то из Таиланда. Делают апельсиновый сок, и вот так очень аккуратно развешена апельсиновая корка цедра. А вот в этой части людей уже поменьше. Еще один магазин. Все, конечно, на китайском. И вот эти корешки, которые... Это сушеный, видимо, имбирь или куркума, я даже не знаю. Ну, похоже на что-то такое, но они все разные, эти лоточки. То есть, видимо, эти корешки все отличаются. Чем они отличаются? Да, это какой-то вот написано американский джинджер. То есть это имбирь, видимо, сушеный, возможно, да, куркума. Вот здесь, смотрите, еще какие-то тоже разные. Но у них разная цена. То есть это стоит 168, это 108. То есть какое-то отличие все-таки здесь присутствует. Смотрите, еще очередной тоже. Я даже не знаю, как это назвать. Аптека. Какой-то фитомагазин. В общем, здесь все, что нужно вам. Есть, главное понять, что именно. Вот видите, это, видимо, от боли в горле. От боли в горле. Тоже что-то тоже с ментолом. Кстати, вот такие штуки, они достаточно полезные, потому что, когда болеешь, я имею в виду, потому что они довольно имеют натуральный состав. Здесь какие-то пластыри от боли в плече. В принципе, если присмотреться, можно найти такие какие-то, я не знаю, для чего это используют, какие-то губки, может быть, мыться или их готовят. Я не знаю, это наподобие какой-то морской капусты высушенной. Наверное, это все-таки готовят. А вот это, смотрите, что это такое? Вот, кстати, китайские финики, вот так они выглядят, отличаются от привычных нам, они такие более коричневые. Я никогда не пробовала, но тоже имеет место быть. Вдруг соскучитесь по финикам, можно их найти в китайском магазине. Ну вот, как я уже тоже чуть вам раньше показала, смотрите, какие-то сушеные снадобья, даже я вообще не знаю, что это. То ли это какие-то сушеные хрящи животных, то ли это все-таки какие-то водоросли. Кто знает, кто знает. Еще один супермаркет, он уже так посерьезнее. Давайте тоже посмотрим, что там происходит. В прошлый раз, когда я там была, там был просто аншлаг. Но там продается все. Я даже что-то там тоже купила. Вот покажу вам выбор фруктов. Слышите, да, самолет летает. Кого-то привез в Америку. Ой, как пахнет дурианами. Это, видимо, какие-то дуриановые. Вот этот дуриан мусанг. Сейчас покажу. Вот этот дуриан мусанг, он считается достаточно хорошим по вкусу. Поэтому, если что, не благодарите. Вот такие есть кокосики уже очищенные для питья. Ну, конечно, манго я вас уже не удивлю. Ну вот, заходим внутрь. Здесь очень пахнет рыбой. Есть рыбный отдел. Ну и по традиции первое, что мы видим, это, конечно, овощи. Здесь просто огромный выбор, в том числе зелени. Какие-то мохнатые, даже не знаю, что это, кабачки или это огурцы. Они действительно мохнатые. На видео, возможно, это не видно, но тем не менее. Что это такое? Непонятно. Непонятно. Какие-то вот такие стебли огромные. Вот что с ними делать? Они же жесткие. В общем, я сюда прихожу как просто какой-то динозавр, который ничего не знает, который попал куда-то в современность из каких-то древних вообще годов и ничего не понимает. Вот такие грибы
кстати, очень вкусные. Такое я люблю. Ну, конечно же, ростки сои. Такое мы тоже уважаем. Соя есть упакованная, есть на развес, кому как нравится. Ну, всякие с кокосом. Есть вода кокосовая. Естественно. Вот это вот я вообще не понимаю, что это. Кто в этом разбирается, кто знаток Китая, либо у меня есть китайские подписчики, пишите, пожалуйста. Это действительно очень интересно. Вот это жареный тофу, насколько я знаю. И мне кажется, это единственное, что я понимаю в этом наборе продуктов. Смотрите, какие-то разноцветные здесь, даже не знаю, какие-то разноцветные штучки. Какие-то мясные шарики, возможно. Но почему они полосатые и зелененькие? В общем, одному богу известно, что здесь происходит. Здесь мясной и рыбный отдел. Здесь, в принципе, все как обычно, пахнет рыбой, но огромный выбор. Я такую рыбу вообще не знаю. В магазинах вот американских, скажем так, местных, я такой рыбы вообще не видела. Рыбы, кстати, очень мало в обычных магазинах, в американских. Ну, достаточно такой скромный набор. То есть обычно продают красную вот такую рыбу, лосося, продают креветки. Смотрите, здесь тоже выбор разных. И чищенные, и нечищенные. Мама дорогая, там лягушки сидят, вы представляете? Боже мой, там просто сидят лягушки. Я очень боюсь лягушек. Да, китайские лягушки. Ужас, ужас. Какие-то настойки с женьшенем, видимо. Какие-то корни. Я всегда, да, просто прихожу, смотрю. Если можно, нюхаю. Мне это все очень нравится. Но, как правило, я ничего не покупаю, потому что, да, как я сказала, просто ничего в этом не понимаю. Вот смотрите, здесь... Видимо, раки продаются, вот эти вот, их называют писюнчиками, знаменитые моллюски. Я думаю, вы тоже видели эти видео, из которых выплескивается вода. Вот видите, такие еще тоже всякие ракушки. Боже мой, здесь каких-то раки. No face, no face. Каких-то раков тоже, видите, покупают. Вот такие вот моллюски. Интересно, конечно, все это, да, попробовать. Но как-нибудь в следующий раз. Ну, здесь стандартно продолжается фруктовая, точнее, овощная лавка. Указано вообще, что это продукт USA, видите? То есть это не китайская. Ну, не знаю, насколько это правда. И еще продолжается вторая полка напитков. Представляете, какой выбор? Вот кто любит всякие сладкие вот такие вот искусственные напитки, я считаю, что Азия в этом просто превзошла всех. В Азии огромный просто выбор. Я сюда, кстати, как-то приезжала, покупала специи, такие, знаете, которые вот не везде встретишь, например, бадьян я здесь покупала. Поэтому, если вдруг вам тоже потребуются какие-то такие экзотические моменты, тоже сюда стоит заглянуть, потому что здесь действительно огромный выбор. Вот, кстати, вот такие вот всякие, по-моему, это йогуртики довольно популярные. Такие сосисочки. Вот они прям тоненькие-тоненькие. Я когда была в Китае, тоже ходила, просто все это разглядывала. Конечно же, лапша. Но я думаю, что она такая острая. Просто выдери глаз, прослези слезы с коричневым сахаром, видимо, наподобие брауни. Здесь что-то тоже с какими-то фруктами, очень похоже на личи. А это, наверное, моти. Что-то похожее на моти. Вот это я все, конечно, очень люблю, поэтому мы отсюда уходим. Продают замороженный дуриан. Кстати, замороженный дуриан, да, его, если вдруг, допустим, вы покупаете целый дуриан, у вас остается большая часть дуриана, а его надо есть свежим, потому что потом он действительно уже просто становится невкусным. Можно положить в морозилку, но нужно упаковать все прям порционно в пакетиках упаковать, если есть вакуумные, чтобы просто у вас не провонялся холодильник, потому что этот запах потом будет вас преследовать еще очень долго. Поверьте, уже испробовано, да, не один раз. Вот такую вот вермишель я тоже очень люблю. Есть рисовая, есть какая-то соевая лапша. Для тех, кто не ест глютен, это, конечно, тоже очень хороший вариант. Смотрите, для детей, видимо, как-то сделали. Разноцветная какая-то лапша. Но она настолько тонкая. Я никогда не пробовала такую. Это яичная лапша. Ну, в общем, я думаю, видите, выбор просто потрясающий.
выбор потрясающий. Просто полка разной лапши. Смотрите, есть вот такие вот спагетти. Видимо, для каждых супов. Да, это вот для супов. Такая лапша. Есть лапша потолще. Ну, то есть здесь, скажем так, не только итальянцы славятся скрупулезным подходом к лапше, к пасте. И в Китае тоже. Смотрите, какой выбор, конечно, потрясает. Я в этом ничего не понимаю. На мой взгляд, лапша есть лапша. Она вся одинаковая. Какие-то вот такие листы, рисовая бумага. Кстати, тоже никогда не пробовала, но мне кажется, для тех, кто, да, хочет сократить калории, это очень хороший вообще рабочий вариант. Что-то здесь уже со специями готово, видимо, какие-то супчики. Моя одна из любимых полок. Здесь продают тофу, но вот в Америке я читала, что тофу в основном соя, точнее, вся с ГМО, поэтому я стараюсь ее здесь не покупать. Конечно, в Азии я достаточно часто покупаю тофу, покупаю темпе. Мне кажется, это вообще просто гениальная штука. И на перекус, и на основной какой-то прием пищи. Просто очень классно работает, хорошо утоляет голод. Плюс, если вы не по мясу, да, либо вегетарианец, это тоже то, что нужно. Какие-то вот такие штучки с соей, но я тоже никогда не пробовала, поэтому даже не скажу вам. Это что-то наподобие сыра, по-моему. Наподобие сыра из тофу сделано. Вот здесь такие листы. И, наверное, из них можно делать, да, димсамы. Но отличается тесто. Я как-то хотела, точнее даже пробовала из таких сделать российские пельмени, но тесто отличается. Оно быстрее сохнет, поэтому с ним немножко непривычно работать. Но, в принципе, тоже имеет место быть. Смотрите, вот такие уже булочки, которые на пару готовят. Я, кстати, тоже их никогда не пробовала. Мне всегда было интересно, насколько они вкусные. Видите, есть молочные булочки. Видимо, они такие сладенькие. Есть с мясом, я видела булочки. Мне всегда нравится в китайской вот такой кухне, что оно все какое-то миленькое. Я не знаю, смотрите, может быть, мне так просто кажется, но форма какая-то миленькая. Вот эти булочки беленькие, все какое-то такое интересное. Полка со специями. И здесь уже соевый соус. Конечно, такого выбора соевых соусов в обычном американском магазине вряд ли можно найти. Смотрите, соевый соус просто в каких-то канистрах. Оптом, скажем так. Вот еще тоже, смотрите, ну действительно, прям в канистрах. Здесь еще полка уже с другими соусами. Тоже вот есть соевый. Ну а дальше идет всякий устричный соус, какой-то рыбный соус, рисовый йогурт. Ну, в общем, я не знаю вообще, насколько вам это интересно смотреть. Я такое обожаю, просто обожаю. Хотите попробовать? Я так понимаю, что это какая-то рыба, да, это какая-то рыба соленая, как консерва вот в таких баночках. Это, видимо, что-то из бамбука сделанное, из корней. Ну, в общем, кто знает, кто знает. За что я люблю китайские кварталы? Как правило, здесь можно купить все. Вот просто все, что тебе нужно. Смотрите, какой выбор чаев. Просто все, что тебе нужно, здесь можно найти. На любом конце, в любом конце света. Здесь всегда есть вот варенье. Мы в России тоже варенье очень любим. Хотя написано, что это lemon tea. Непонятно, почему, кстати, это lemon tea. Здесь ничего нету связанного с чаем. Да, лимонный сок, сахар, фруктоза, мед. Непонятно. Видимо, надо чай заваривать отдельно. У нас в России это называется маш. Вот это зеленый горох такой. Очень я его люблю. Тоже он у нас практикуется. Ну, конечно, больше не в русской кухне. Это больше, допустим, есть супы ближе к Таджикистану, Узбекистан. Вот там такое готовят. Но мы тоже это все очень любим и уважаем в России, потому что многие думают, что в России живут как будто только русские. На самом деле у нас большое смешение наций, всяких культур. И это очень прикольно, это очень интересно, потому что можно много всего попробовать. Допустим, недавно у нас была Пасха, наша православная Пасха, и, конечно, на Пасху мы едим куличи, красим яйца обязательно, и очень многие мусульмане, ну не очень многие, но некоторые мусульмане тоже это делают, обязательно ждут Пасху, тоже покупают, даже пекут куличи, но это очень все здорово, мне кажется, это очень классно, когда в одной стране могут ужиться
ужиться разные нации, ну и плюс-минус там как-то себя комфортно чувствовать и перенимать какие-то традиции, которые какие-то хорошие, скажем так, best practice, что называется, у других, да, у других культур и использовать в своей. Ну, в общем, как вы к этому, кстати, относитесь? Интересно, что через дорогу в китайском квартале находится такое абсолютно нетипичное для этого баррио, для этого района место. Это, я так понимаю, почта с такими колоннами европейскими. Мне действительно интересно, насколько вам вот такой формат прогулки подходит. Хотели бы какие-то еще видеть видео из других мест вот в таком формате. Просто когда я показываю улицы, да, что-то комментирую. Мне лично, я такое не часто смотрю, но недавно я тоже беседовала с разными ребятами. Они как раз сказали, что обожают такие форматы прогулок, когда человек себя не показывает, а показывает сугубо улицу. Я не знаю, у меня противоречивое на этот счет мнение, но если вам действительно нравится, обязательно прокомментируйте, потому что я бы сняла такое точно в России. Я бы сняла такое в России, но если вы, конечно, будете все это смотреть. Как вам такое Амеразия банк? Это наподобие «Котопес». В России такой был мультфильм, хотя я не уверена, что это российский мультфильм, либо это Чебупели. Да, тоже Амеразия банк. Но интересно, это креативно. Праздник живота у голубей. Ну, сегодня суббота, так что положено отклонение от диеты. А сейчас попробуем зайти туда, в этот фудкорт. Посмотрим все-таки, чем уж он так славится. Я так понимаю, что он находится как в подвале, что-то такое. И сейчас все увидим. Здесь, кстати, магазин с косметикой. Вот видите, это гель алоэ веры. Очень люблю вот такие штуки, потому что очень хорошо помогает, если, допустим, на солнце долго находиться, либо есть какие-то порезы. Достаточно намазать, и через какое-то время ожог, ну, такой вот легкий, конечно же, не тяжелый, а легкое покраснение, все это проходит, либо, например, после бритья вот для мужчин, да, тоже очень полезно. Достаточно быстро все это высыхает, но нужно найти правильную фирму, потому что есть фирмы, которые достаточно много используют алкоголя, то есть это спирт, я имею в виду, да, на основе спирта все это делается. Не знаю, насколько это подходит, но тем не менее. Вот смотрите, пожалуйста, утка по-пекински. Такое мы очень любим. Это очень вкусно. Обожаю утку по-пекински. Кстати, когда я была в Китае, я не могла найти утку по-пекински. Я была в Шанхае, я просто, мне кажется, обошла полгорода, нашла в одном месте утку, но она была какая-то не особо. Самую вкусную утку по-пекински я пробовала за пределами Китая, как это ни странно звучит. Немного заговорилась и прошла это место. Вот, собственно говоря, этот сам молл и есть. Ну, пойдемте исследовать. Ой, я такое люблю. Очень, да. Ну, тоже здесь конвертики. Пахнет как в Азии. Смесь всяких разных запахов. Даже сложно идентифицировать, чем конкретно пахнет. Здесь такой пар, все это излучает. То есть это все прям с пылу жара, все свежее. Кстати, многие считают, что в Азии есть небезопасно, что это все готовится довольно грязно. Я могу сказать, что, конечно, лучше не смотреть, как это все готовится, но на самом деле очень редко кто-то травится, потому что все это готовится на один раз. Как правило, ничего не хранится, потому что такая культура, что очень жарко, и поэтому многие блюда, во-первых, зажариваются достаточно сильно, а во-вторых, это не хранится, как у нас там в холодильниках, еще где-то, потому что исторически так сложилось, что жарко, нужно использовать специи и все это быстро съедать и готовить заново. Поэтому вот каких-то прям отравлений, ну, честно, среди моих друзей и вот по моему опыту, да, они бывают, но не сильно чаще, чем в других странах. Ну, смотрите, я не вижу здесь какого-то фудкорта, то есть это еще один магазин.
Мы такой уже посмотрели, поэтому, наверное, уже нет смысла здесь ходить еще раз. Он так посолиднее выглядит, чем тот, да? Так немного он почище смотрится. Но в целом все то же самое. Все то же самое продают. Вот морепродукты. Лягушек, слава богу, я пока не вижу. Но кто знает. Но кто знает. Тоже здесь эти продают писюнчики. Вот они лежат. А здесь прямо живые Боже мой, это живые крабики. Да, это живые крабики. Вот так прям их кладут в пакет. Но дальше не пойдем. Мы все уже, в принципе, посмотрели. Все абсолютно одинаковое. Те же стебли лежат. То есть набор продуктов, на самом деле, в каждом супермаркете здесь он идентичный. Плюс-минус. Ну, пойдемте на следующий этаж. Может быть, там есть фудкорт. И здесь тоже написано, что просто шоппинг-центр. Вот такая вот здесь скульптура. Интересно, но никакого фудкорта я здесь не вижу. Ну, есть, допустим, вот, видимо, как ресторан такой, уже современный. Да, утка по-пекински. Ну, все, что связано с рисом, со свининой, конечно же. Но почему-то я здесь не вижу прям какого-то огромного фудкорта с большим выбором. Здесь вот спа. Можно после еды, чтобы тебя сразу же помассировали. Пахнет вкусно. Пахнет очень вкусно, но вот огромного изобилия магазинов, точнее не магазинов, а каких-то пищевых закуточков, ларечков я не вижу. Кстати, когда я была в Китае, я удивилась тому, что китайские девушки, женщины очень много едят. Я была просто в шоке, потому что они настолько маленькие. То есть я как-то заказала тарелку супа, и она была просто огромная, что мне было ее страшно съесть. Но, конечно же, я съела. Конечно же, я съела и не могла все это оставить. Так уж учили нас, российских детей, да, в детстве, что надо все за собой доедать, что надо уважать еду, ничего не выбрасывать. Ну так вот, и я эту тарелку супа съела просто с трудом. То есть эта порция рассчитана на 2-3 людей, а они брали еще какие-то дополнительные там вещи к этой тарелке супа. И они такие маленькие, худенькие. Я не представляю, как можно все это съесть. До сих пор я не поняла, в чем их секрет. Ой, смотрите, здесь прям что-то такое лакшери, белые какие-то. Белые скатерти. Какое-то, возможно, мероприятие готовится. Да, какой-то, да. Здесь, видимо, готовится свадьба. Или будет, или уже была. Я свернула с главной улицы. Хочу дойти до одного места. Какое-то очень интересное там здание заявлено, хотя сейчас оно закрыто. Ну, конечно же, кто-то кричит. Вообще, конечно, в Нью-Йорке очень много всяких неадекватных личностей. Поэтому я считаю, что нужно быть просто всегда начеку. То есть, даже если вы на них, скажем так, не обращаете внимания, не смотрите, как-то не провоцируете, все равно, я знаю, есть случаи, когда они сами так ведут себя агрессивно. И есть случаи, когда люди даже пострадали от их действий. Но, как говорится, здесь какая милота. Смотрите, какая милота. Привет. Да, поэтому лучше быть начеку, лишний раз не провоцировать, но тем не менее иметь в виду, что они могут быть просто агрессивными. И такие случаи есть, когда приносили какие-то травмы. Вот видите, здесь опять бьюти, всякая история, все красота, красота. Конечно, с точки зрения красоты, я считаю, что Азия тоже так достаточно продвинулась.
Особенно, конечно, здесь, я думаю, продвинулась Корея, то есть у них просто культ вообще красоты, культ, я имею в виду чистой кожи, кукольного личика. И, конечно, все вот средства, не все, но есть средства, да, корейские, которые достаточно стоят вообще приемлемо по сравнению с какими-то известными брендами, но работают гораздо эффективнее, чем они, плюс достаточно сильно развита именно косметология, я имею в виду пластическая, да, то есть операции, там, кто что себе убирает, либо пришивает. Уже некоторые магазины закрылись, поэтому сейчас попробуем посмотреть до закрытия и еще, что здесь есть, и уже будем с вами говорить до свидания друг другу и встретимся в следующем видео, возможно, уже даже в России. Сказать, что я скучаю, ничего не сказать. Я просто в какой-то момент поняла, что я хочу домой, хочу в родную деревню. Я, возможно, тоже где-то рассказывала в каком-то из видео, что я вообще из маленькой деревушечки, то есть буквально всего 2000 человек, насколько я помню, в ней проживала, а то, может, того и меньше. А вот здесь красиво, да, смотрите, вот мы свернули с главной улицы, здесь уже нет никакой вот этой суеты, и уже больше похоже на Америку. Так, здесь чуть-чуть прохладненько между деревьями, но очень такие классные ощущения. Очень здесь хорошо, умиротворение какое-то. Ну так вот, из маленькой, да, деревушечки, и, конечно, мне этого иногда не хватает, когда я долго нахожусь за границей, я уже вся в предвкушении. А полечу я очень большим таким длинным маршрутом. Сейчас в Россию, я думаю, все знают, что очень сложно в этом плане попасть. Плюс страны, да, через которые можно было раньше лететь. И города, я имею в виду там Дубай, Каир, например, тоже. Либо Абу-Даби. Какие-то через них есть маршруты, но я не стала покупать билет, потому что там тоже идут, скажем так, всякие военные действия, не очень спокойно, поэтому я лечу аж через Узбекистан, представляете? Через Узбекистан. Такой получается у меня некоторый обход маршрута, поэтому весь маршрут у меня займет около 2 дней. Пожелайте мне удачи, пожелайте, что я с этим справлюсь. Я уже настраиваюсь, да, то есть у меня будет 3 самолета, получается, прежде чем я доберусь до места, где живут мои родители. Потому что первым делом, куда я поеду, это будет не Москва, а как раз эта самая деревушечка. Ой, а здесь какая-то католическая церковь, видите? Здесь уже, да, здесь уже прям вот, несмотря на то, что здесь тоже много китайцев, которые, видимо, здесь уже 100 лет живут, либо даже родились здесь. Здесь вот такая католическая история, ну прям такая Америка. Работает человек, вкладывает какие-то товары для супермаркета. Ну, здесь тоже готовится. Ну, понятно, все закрыто, видите? Даже, ну, что-то китайское тоже. Какие-то шашлычки, кстати, готовятся. Какие-то вот такие булочки. Чикен терияки бургер, между прочим. Хорошо. Все закрыто, видите? Вот что касается китайцев, очень часто можно до сих пор их увидеть в масках, например, в метро, в автобусах. Возможно, конечно, люди просто с какой-то простудой, но мне кажется, просто они как-то больше относятся к чистоте, да, в этом плане так скрупулезно. С одной стороны, в основном, часто носят маски, хотя сейчас нет, да, там нет пандемии. Смотрите, какая красота. Все цветет еще. Здесь какой-то более такой сиреневый цвет. Что это такое? Очень похоже на сирень, но это прям такое полноценное дерево. А в Центральном парке еще цветет сакура. Возможно, я туда, кстати, перед отъездом тоже еще схожу и что-нибудь для вас поснимаю. Если вдруг вы планируете, да, такую прям туристическую поездку в Штаты, я имею в виду вот сюда, в сторону Нью-Йорка, я бы вам советовала все-таки ориентироваться на вторую половину мая, потому что апрель был
люто какой-то холодный. Ну, разве если только что вы не любите, да, мало ли вы любите холод, тогда окей. Но в апреле еще даже включали отопление, то есть настолько было прям холодно. В прошлом году я сюда прилетала в мае, и было не так сказать, что холодно, но шли дожди, были постоянно дожди. И вот уже где-то к концу мая, ближе к июню, погода стала стабилизироваться. Потом в конце июня уже становится довольно жарко. Становится очень жарко, и, конечно, для прогулок тоже не очень все это подходит. Смотрите, как красиво. Ой, прям вообще. Здесь вот ощущается такая Америка. А вот, наверное, вот и про этот дом, я думаю, писали. Смотрите, да, он как раз так выделяется из всех. То есть, видите, там такие дома кирпичные. А этот дом построен там, ну, я так поняла, что очень давно. Видимо, сейчас проведена какая-то реконструкция. Он выглядит аккуратно, но видно, что он очень старый. Очень старый. Все как положено. Играют дети. Цветут цветы, точнее деревья. Ну, а мы как примерные пешеходы ждем белого цвета, точнее, ну да, белого. В России он в основном зеленый. Белый цвет как-то я не видела, чтобы у нас использовался. Здесь вот белый. У нас используется зеленый, желтый и красный. У нас, как правило, 3 цвета используется. А здесь, ну и много где, я вижу только, что используется 2. Ой, какая красота! Смотрите, белка. Белка там шебуршится, ищет какие-то, видимо, орешки, семена. Ну, не могу сказать, что нужно специально сюда ехать. На мой взгляд, прям вот с точки зрения архитектурной, как будто бы ничего особенного здесь такого нет. Возможно, с точки зрения исторической именно, да, это кто в этом разбирается, либо увлекается, возможно, будет интересно посетить или посмотреть. Ну, а так вот специально, чтобы его посмотреть, сюда ехать, мне кажется, как будто бы и не стоит. Приятный район, очень приятный. Но я думаю, потихонечку будем с вами уже завершаться, потому что начинает, да, начинает уже заниматься закатом. Мне хочется добраться до дома по-светлому. По-светлому не очень я люблю по темноте ходить здесь в Америке. Не знаю, я себя чувствую, честно, не очень безопасно. В принципе, как во многих других странах. Поэтому стараюсь уже все свои дела сделать в течение дня. Вот такая вот классическая, видите, история. Вот небольшой такой спуск и вход. Очень мне в целом нравится, конечно, здесь в Америке. Есть какой-то такой, не знаю, шарм, свой интересный вайб. Но здесь дома попроще, видите, такие уже постарше, что ли. Но вот эти лестницы, как из американских фильмов. Помните, в детстве мы смотрели эти фильмы? Такие были лестницы. Они меня до сих пор умиляют. А помните фильм «Красотка», когда он приехал за Джулией Робертс и забирался по этой лестнице. Он ее, помните, подтянул там зонтом или рукой, я уже не помню, и туда забирался к ней. Все это вот так вживую интересно тоже смотрится. Давайте немножко все-таки еще прогуляемся. Погода классная, хочется еще подышать. Но все-таки уже сейчас будет плохо, скоро будет видно на камеру. Поэтому еще буквально чуть-чуть. Здесь, да, прям разные дома. Такой интересный период года, когда кто-то еще, уже точнее, идет в шортах, а кто-то, как я, на себя надевает все, что есть, потому что постоянно мерзнет. Я думаю, вы тоже видели, когда кто-то еще идет в шубе, а другой человек рядом на пешеходном переходе стоит в шлепках. Бабулечка китайская едет на велосипеде. Вообще, конечно, мне очень поражает, как я такое видела в Китае, поражает, как они умеют организовать пространство, ну и в целом это для Азии приемлемо, как они умеют организовать пространство, то есть на каком-то маленьком клочке земли, вот просто на небольшом закуточке, там и магазин,
где что-то продается, и тут же тебе можно купить димсамы, и тут же там занимаются дети, я не знаю, и сидят какие-то животные. В общем, все это вместе происходит на каком-то, и рядом кто-то еще шьет какую-то одежду, например. То есть на вообще маленькой территории они как-то умело умещают вот все, что нужно. Это, конечно, заслуживает, на мой взгляд, уважения. То есть каждый клочок земли используется по назначению. В Манхэттене, кстати, очень тоже много вот так вот просто на улицах, много тюльпанов, цветут нарциссы, никто ничего не дергает, все очень аккуратно. На такой яркой, цветущей весенней ноте будем говорить с вами друг другу до свидания. Такая вот несколько ленивая прогулка вышла, такого тестового формата. Пока-пока, пишите, да, комментарии, ставьте лайки, колокольчики. Мне это просто безумно приятно и полезно в любом случае. Все, ребят, пока-пока.